Привет! Сегодня я расскажу о 6 ошибках неправильного использования аэрогриля. Моему аэрогрилю более 1,5 лет, и я его использую почти каждый день, поэтому мне есть чем поделиться. Первая, самая главная ошибка – это узкая чаша аэрогриля. У меня чаша широкая, у нее должна быть вместительная корзина, чтобы максимальное количество продуктов вы могли уместить в один слой. У меня 22 сантиметра с каждой стороны и 5,5 литра объем. Это позволяет еде пропекаться равномерно. Если же у вас узкая высокая чаша по типу мультиварки, тогда вы сможете положить меньшее количество еды в один слой. Таким образом, вы приготовите либо маленькую порцию, либо же вам придется сделать несколько заходов еды. Перед покупкой аэрогриля нужно понять, в какое место вы его определите. В идеале аэрогриль не должен стоять под шкафчиками, так как у него очень сильный нагревательный элемент, очень сильная мощность у аэрогриля, поэтому обязательно всегда отодвигайте его из-под шкафчика, открывайте окно, включайте вытяжку и смотрите, чтобы у вас было 5 сантиметров с каждой стороны, не соприкасался он с другими предметами. Особенно смотрите на то, что находится сзади него, так как сзади находится специальное отверстие для пара. И смотря на каком режиме вы готовите, пара может быть как больше, так и меньше. Особенно если у вас маленькая кухня, как у меня, следите за этим. Если сзади находится какой-то предмет, он может повредиться. В моем случае у меня сзади кафель, и я наблюдаю, что он вообще не портится от этого пара. Также сзади розетки они также не портятся, потому что они находятся снизу. Также нужно убрать все огнеопасные предметы рядом с аэрогрилем. У меня там стоит декор, свечи, но я это ставлю для видео, потом убираю. Аэрогриль должен стоять на устойчивой поверхности и не нагревать столешницу. Для этого у него резиновые ножки. Если у вас таких нет, то поставьте на обычную дощечку. Третий пункт – это масло. Многие люди покупают аэрогриль и думают, что надо готовить без масла в нем, но это ошибка. Вы используете масло просто гораздо меньше. Без него не будет той самой аппетитной корочки. Все лишнее масло, весь жир стекает в первую чашу аэрогриля через решетку. Если у вас нет специального спрея для масла, то можно использовать обычную кисточку, но таким образом вы тоже не можете контролировать количество масла, получается довольно много. Также можно купить специальный спрей в магазине, который уже с маслом в виде баллончика, но в них есть такие опасные вещества, которые со временем будут портить ваш аэрогриль, поэтому в идеале использовать стеклянный пульверизатор, специальный, предназначенный для масла. У меня такой был, но он сломался и стал выплевывать масло, поэтому если у вас такой имеется и он отлично, исправно работает, то посоветуйте, пожалуйста, в комментариях, какой мне приобрести, потому что самый лучший аэрозоль, который я нашла, стоит 50 евро. Я пока не готова так тратиться, поэтому напишите, буду очень благодарна. Очень важно выбрать правильное масло. Есть два масла, это масло авокадо и рафинированное оливковое масло. Они обладают высокой степенью горения, высокой степенью дымления. Это значит, что можно его нагревать при высокой температуре, и это масло не будет канцерогенным. Масло авокадо очень дорогое, его редко где можно купить. Рафинированное оливковое масло можно также использовать. Степень горения у него 240 градусов, что позволяет его безопасно нагревать при высоких температурах. У оливкового нерафинированного масла степень горения 190 градусов, и это не подойдет для всех рецептов, которые вы будете готовить в своем аэрогриле. Перед использованием аэрогриля обязательно прочитайте инструкцию, потому что, как я узнала, в некоторых аэрогрилях запрещено использовать фольгу и пекарскую бумагу. В моем нету таких указаний, поэтому я спокойно использую. Особенно безопасно использовать так точно это пекарскую бумагу. Она продается специально для аэрогриля, но также не хуже использовать обычную, которая подходит для духовки. Я экспериментировала и так, и я не заметила разницы. То, что у специальной бумаги есть дырочки, ни о чем не говорит, это не помогает как-то особенно приготавливаться еде. Мне нравится использовать бумагу, например, для таких рецептов, как булочки, сырники, оладьи, что-то такое, когда вы кладете тесто, и оно может стечь у вас вниз в чашу. Тогда бумага отлично помогает. Также я люблю использовать фольгу и класть ее
первую чашу аэрогриля, для того, чтобы масло, весь жир стекали именно в фольгу. И потом я могу просто поднять ее, выбросить и готовить, например, следующее блюдо. Это экономит мое время, это очень удобно, потому что мне не нужно мыть обе чаши. Если я хочу в один день приготовить несколько блюд, это меня спасает. Но смотрите сами, если у вас нету такого ограничения в вашей инструкции, то пользуйтесь. Также, если вы нормально относитесь к фольге, я знаю, что многие люди против ее использования, как в духовке, так и в аэрогриле, потому что она считается опасной. Я не так заморачиваюсь, поэтому ее использую время от времени. Если вы не используете ни фольгу, ни пергаментную бумагу, пекарскую бумагу, то обязательно после каждого приготовления пищи промывайте обе чаши, чашу решетку и нижнюю чашу, куда стекает весь жир. Я вам советую жир масла не выливать в раковину, в туалет, а подождать, пока оно чуть застынет, и вытереть обычными бумажными полотенцами, выбросить в мусорное ведро. Таким образом вы предотвратите ваши трубы от поломок. Со временем, если туда выливать все время масло, трубы могут испортиться. Здесь же у меня, например, размораживались овощи, и жидкость, конечно же, без масла я могу слить в раковину. Обе чаши промывайте сами под проточной водой с специальным средством, моющим для посуды. Я не советую класть обе чаши в посудомоечную машину. Сначала я не придавала этому значения и несколько раз, конечно же, мыла в посудомоечной машине. Это очень удобно, хотя и очень много места он занимает, обе чаши. Но со временем я заметила, что немного сходит покрытие от посудомойки. Также портится облицовка, дизайн аэрогриля, вот это серебряное покрытие, которое у меня находится спереди. Поэтому мойте сами руками горячей водой мыльной. Я часто просто заливаю воду, немного туда средства и ставлю, чтобы, скажем так, жир весь отмок. Потом просто очень легко вытереть, помыть. Все аэрогрили отличаются как мощностью, так и функциями, у кого-то нет функций. Поэтому люди часто разочаровываются, если у них не получается та или иная еда. Что-то пригорает или что-то не пропекается хорошо. Поэтому обязательно экспериментируйте именно со своим аэрогрилем. Смотрите, если у вас что-то не пропекается, то ставьте температуру чуть ниже и увеличивайте время. Все просто. Если у вас что-то подгорает, также уменьшайте температуру, уменьшайте время. Смотрите, как это работает именно у вас. Я заметила лично для себя, если, например, я готовлю котлеты с овощами, допустим, туда добавляю цукини, то я его натру на мелкой терке, потому что заметила, что мясо как будто быстрее сгорает, чем цукини. Цукини будет такой немного чуть сыроватый. У меня так было. Но надо тоже экспериментировать именно с температурой, ставить температуру чуть меньше, время чуть больше, чтобы котлеты не горели, а именно пропекались. Это важно. Также, если вы хотите, чтобы у вас была корочка аппетитная со всех сторон, обязательно переворачивайте котлеты, филе, мясо, все что угодно, все, что вы готовите. Если, например, вы размораживаете что-то и потом готовите блюдо, дополняете его чем-то, например, замороженные овощи с замороженными котлетами, то положите все постепенно. Сначала овощи, пусть течет жидкость, потом добавьте котлеты и готовьте дальше. В аэрогриле можно поставить сразу целиком все время и забыть про эту еду, но если вы хотите, чтобы у вас была пропеченная корочка со всех сторон, то переверните. Ставьте, например, половину программы, половину времени, чтобы вспомнить потом через звуковой сигнал, что вам нужно перевернуть ваши котлеты, оладьи на другую сторону и поставьте еще раз, еще половину времени. Либо же вы можете поставить сразу все время и просто вспомните, периодически подходить и в половину времени перевернуть вашу еду на другую сторону. Все очень просто. В аэрогриле имеется функция подогрева. Обычно это 3 минуты на 190 градусов, или же 5 минут. Если у вас такой функции нет, то перед приготовлением просто поставьте аэрогриль на 190 градусов 3-5 минут, чтобы он разогрелся, и потом кладите вашу еду. Это вам поможет уже еду готовить в теплом аэрогриле, и также вам не придется потом добавлять время. Я редко разогреваю его, готовлю в холодном, и потом просто добавляю время, если меня не устраивает приготовление пищи.
Кстати, если у вас заморожено мясо в один слой тоненько, то вы также можете положить его в аэрогриль, поставить на температуру, оно разморозится, вы сольете с первой чаши в воду, потом можете замариновать мясо, посыпать специями и продолжить готовить. Все очень просто, не нужно ждать разморозки мяса, главное его правильно заморозить в тонкий слой. И последняя ошибка – это не использование специальных аксессуаров. Вы можете использовать специальные аксессуары, которые продаются для аэрогриля. Это всякие силиконовые формы с такими специальными выемками для того, чтобы туда стекал жир. Но также подойдет любая посуда, которую вы используете для духовки. Стеклянные формы, они просто довольно тяжелые, поэтому я такой не использую. Маленькие керамические, силиконовые формочки для маффинов, также силиконовые формы для пирогов. Абсолютно все то же самое, что годится для духовки. Мне нравится использовать такие формы. У меня есть и обычные, также и специально купленные для аэрогриля. Это облегчает жизнь. Если я хочу приготовить что-то небольшое, например, бекон хочу поджарить и потом продолжить готовить основное блюдо также в аэрогриле, мне не нужно будет опять-таки его мыть. Я уберу форму и потом положу снова в чистый аэрогриль уже новое блюдо. Также можно готовить пироги, небольшие сладости, так же, как и в духовке. Здесь только плюс, что вы используете меньше времени приготовления. Я заметила, выпечка получается такая более воздушная, что ли. Также можно приготовить закуски. Здесь вмещается в мой аэрогриль 9 стандартных формочек для маффинов. Очень удобно. Еще продаются такие гаджеты, как решетки. На самом деле можно обойтись без решетки, потому что смотрите, как она влезает именно в ваш аэрогриль. Обычно сверху очень мало места положить какую-то еду. Туда можно положить овощи в один слой, либо, например, как готовила я, положила форму и запекала кебабы. Учтите, что верхний нагревательный элемент он нагреет гораздо быстрее ту еду, которая находится на втором слое. Поэтому сверху вам нужно будет быстрее достать еду, убрать решетку и готовить дальше ту еду, которая находится на первом слое, потому что она будет готовиться дольше из-за того, что вы занимаете место в аэрогриле и воздух не так эффективно циркулирует. Когда ваша еда приготовилась, обязательно дождитесь, когда аэрогриль остынет, и протрите его влажной тряпочкой внутри, все стенки, также нагревательный элемент. Полностью аэрогриль внутри советую чистить каждые 2 месяца, но я еще не чистила, поэтому буду показывать видео глобальную чистку. Оставайтесь со мной. Подписывайтесь, ставьте лайк, если вам понравилось это видео. И пока-пока, до скорых встреч!